Что, если история, которую вы учили в школе, это лишь тонкая корка льда над бездной забвения? Что, если прямо сейчас, под вашими ногами или под километровой толщей ледяной воды, покоится доказательство того, что триумф человечества – лишь мимолетная вспышка в непроглядной тьме? Сегодня мы спустимся в те места, где время остановилось. Вы увидите города, которые не просто были покинуты, они были принесены в жертву. Мы отправляемся туда, откуда нет возврата для памяти. Добро пожаловать в мир, который нас вычеркнул. Павлопетри. Колыбель утопленников. У берегов Лаконии на глубине 4 метров покоится то, что должно было стать началом Европы. Павлопетри – самый старый затонувший город в мире, возраст которого превышает 5000 лет. Название звучит мрачно, но город был покинут не мгновенно. Считается, что море наступало постепенно. Город стал колыбелью, застывшей во времени. И под водой целый город. Улицы, дома, комнаты – все на своих местах. Там до сих пор находят ткацкие станки, глиняную посуду и гигантские амфоры для хранения вина и масла. Он не разрушен, он просто утонул. Земля дрогнула, и море забрало его. Навсегда. Вы плывете над крышами, и, кажется, город ждет, но никто уже не вернется. Когда вы плывете над ним, кажется, что город просто затаил дыхание. Площадь города – 30 тысяч квадратных метров. Это не руины, это застывший чертеж. Вы видите пороги домов, через которые перешагивали люди. Это тихий прозрачный кошмар, напоминающий нам, океан всегда берет то, что хочет. Двигаемся дальше. 9-е место нашего списка. Курон. Башня, кричащая из льда. В итальянских Альпах, в озере Резия, из ледяной глади торчит одинокая колокольня XIV века. Это все, что осталось от города Курон. В 1950-м власти решили объединить два озера, построив дамбу. Мнение жителей никого не волновало. Несмотря на яростные протесты и даже обращение к Папе Римскому, власти взорвали 163 дома, а территорию затопили. Город, в котором жили сотни семей, был признан избыточным. Сносить старинную колокольню побоялись из-за ее исторической ценности. В итоге вода поглотила все здание, оставив лишь шпиль. Глубина озера 22 метра. Под слоем воды ила спят 163 дома. Когда наступает зима и озеро замерзает, к колокольне можно подойти пешком. В 2021 году озеро временно осушили для ремонта плотины. Мир увидел призраков. Из ила показались лестницы, фундаменты домов и подвалы, в которых когда-то жили люди. Как только работы закончились, воду вернули, и Курон снова стал подводным царством. 8-е место нашего списка. И здесь условия становятся еще суровее. Гераклион Тонис, стражи Ила. Долгое время этот город считался мифом, сказкой Геродота. В 2000-м французские археологи обнаружили его в заливе Абукир на глубине 10 метров. Гераклион был главными воротами Египта до основания Александрии. Это был город каналов, мостов и роскошных храмов, где греческие купцы торговали с фараонами. И он исчез за одну ночь. Его убила серия катастроф. Мощное землетрясение вызвало цунами, которое превратило глинистую почву в жидкость. Представьте, земля под вашими ногами в секунду превращается в жидкость. Огромные гранитные статуи весом в десятки тонн начали медленно погружаться в песок, как в масло, пока город не был поглощен Средиземным морем. Самое сильное впечатление на дайверов производят 3 гигантские статуи из розового гранита, более 5 метров в высоту. Хапи – бог Нила и плодородия, крупнейшая статуя бога, когда-либо найденная под водой. Фараон и царица – безмолвные колоссы, которые 1000 лет стояли в полной темноте среди ила, охраняя руины храма Амона-Гереба.
Сегодня там, в мутной воде, стоят 5-метровые изваяния богов. Их глаза смотрят в вечную мглу. Это ловушка времени. Но самое страшное – это ощущение застывшего панического бегства. Город не умирал долго. Он просто провалился в преисподнюю. Мы переходим к 7-му месту. Город, который исчез буквально за одну ночь. Баи – подводный Лас-Вегас тиранов. Когда-то это было место, где забывали о морали. Город наслаждений для римской элиты. Здесь строили свои виллы Нерон и Цицерон. Здесь заключались союзы и рождались заговоры. Баи стоял на земле, которая казалась даром. Термальные источники, тепло, богатство. Но этот дар оказался ловушкой. Под городом жила сила. Флегрейские поля – зона, где сама земля дышит. Это называется бродисейсм – медленное движение магмы под ногами. И однажды город начал уходить вниз. Не взрыв, не катастрофа. Медленное погружение на 6 метров в тишине. Сегодня Баи – это подводный мир. Затонувшие виллы, покрытые водорослями. Мозаики, по которым скользят рыбы. И мраморные статуи, в пустых глазницах которых живут мурены. Вы плывете через дверные проемы, где когда-то решалась судьба империи. Теперь здесь только тишина и медленное разложение. Баи – это напоминание. Мы живем на тонкой коре, под которой кипит океан огня, и он может забрать все, без предупреждения. Номер 6 в нашем списке. И это место выглядит как кадр из фильма ужасов. Скара-Брей – неолитический бункер. Этот город старше пирамид. На Оркнейских островах под слоями песка и времени археологи нашли нечто невозможное. Скара-Брей – это идеально сохранившееся поселение эпохи неолита на Оркнейских островах. Поселение, построенное более 5000 лет назад. Но самое странное не возраст, а то, как оно устроено. Это не просто дома, это система. Подземные помещения, соединенные туннелями, не дерево, только камень. Каменные кровати, каменные шкафы, каменные очаги. Каждый элемент как будто создан, чтобы пережить конец света. И, возможно, так и было. Этот город – убежище, защита от ярости Северной Атлантики. От ветров, которые могут стереть человека с лица земли. Но однажды этого оказалось недостаточно. Пришел шторм. Необычный, слишком быстрый. Люди не успели ничего. Они бросали все – украшения, инструменты, еду – и уходили. Или исчезали. Песок накрыл город за часы. Законсервировал жизнь навсегда. Сегодня Скара-Брей выглядит как капсула времени. Но если смотреть внимательнее, это не просто древний быт, это страх, застывший в камне. Отчаянная попытка выжить в мире, который решил тебя уничтожить. 5-е место. Мы на середине пути, и загадки становятся все мрачнее. Вараша. Город-скелет. Есть города, которые умирают веками, а есть те, которые умирают за один день. Вараша – это бывший элитный квартал города Фомагуста на Кипре, который уже полвека носит статус города-призрака. Когда-то один из самых роскошных курортов мира. Здесь отдыхали звезды – Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Пляжи, отели, огни ночной жизни. В 1974-м все остановилось. Военный конфликт. Город закрывают. Во время турецкого вторжения на Кипр греческое население покинуло Варошу буквально за несколько часов, надеясь вернуться через пару дней. Однако турецкая армия обнесла район колючей проволокой и закрыла доступ на десятилетия. Люди уходят, оставляя все. И больше не возвращаются. С тех пор Вароша – это замороженный момент. В октябре 2020 года власти Турецкой Республики Северного Кипра частично открыли Варашу для посещения. Теперь туристы могут гулять по проложенным маршрутам и пляжам.
рассматривая разрушающиеся здания. Машины в автосалонах, покрытые пылью десятилетий. Витрины с манекенами, одетыми в моду прошлого. Столы в отелях с недоеденной едой. Этот город не разрушен, он разлагается. Без человека природа начинает свое. Деревья ломают асфальт, птицы занимают номера люкс. Бетон трескается, стекло осыпается. Вороша – это эксперимент. Как быстро исчезает цивилизация, если ее просто оставить. Это не руины. Это будущее, которое может наступить быстрее, чем мы думаем. 4 место. Город, который не разрушили. Его медленно поглотили. Анкор. Город, поглощенный джунглями. Когда-то это был центр могущественной империи, один из крупнейших городов своего времени. Здесь жили сотни тысяч людей. Храмы поднимались к небу, каменные башни символизировали богов. А сложная система каналов и водохранилищ делала этот город почти непобедимым. Анкор не просто существовал, он контролировал природу. Но однажды все изменилось. Империя начала слабеть. Войны, засухи, внутренние кризисы. Люди уходили. Сначала медленно, потом навсегда. И тогда началось то, что невозможно остановить. Джунгли. Сначала трава в трещинах камня, потом корни, проникающие глубже. Они искали влагу и находили слабые места. Год за годом деревья становились сильнее. И однажды они начали разрушать то, что казалось вечным. Огромные корни обвивают храмы, как живые цепи. Они разрывают стены изнутри, поднимают плиты, ломают колонны. Камень трескается, башни наклоняются. Целые здания исчезают под зеленым покровом. Сегодня Анкор – это не просто руины. Это поле боя, где нет звуков войны. Нет взрывов, нет огня, только тишина и медленное наступление жизни. Здесь природа не разрушает, она возвращает. Возвращает то, что когда-то принадлежало ей. И глядя на эти храмы, поглощенные джунглями, становится ясно. Человек может построить империю, но он никогда не сможет ее удержать навсегда. Мы входим в тройку лидеров. Номер 3 в нашем списке. Мачу-Пикчу – город в облаках. Город, который не был разрушен, не был сожжен и не ушел под воду. Он просто остался. Высоко в горах Перу, на высоте более 2000 метров, среди облаков и скал скрывается одно из самых загадочных мест на планете. Мачу-Пикчу – город, который построили инки без колес, без железа и без права на ошибку. Каждый камень здесь подогнан с идеальной точностью, без раствора, без зазоров, настолько плотно, что между ними невозможно вставить даже лезвие ножа. Но главный вопрос не в том, как его построили, а в том, почему его покинули. Историки до сих пор спорят. Эпидемии, войны, коллапс империи. Но факт остается фактом. Люди ушли, и город остался один. Без следов разрушения, без следов паники. Как будто жизнь здесь просто остановилась. И тогда пришло другое – туман. Он накрывает руины каждое утро, скрывает стены, стирает границы. Создается ощущение, что город существует между мирами. Не полностью в прошлом и не совсем в настоящем. Каменные террасы зарастают травой, лестницы ведут в никуда. А дома, в которых когда-то кипела жизнь, смотрят пустыми проемами в облака. Мачу-Пикчу – это не просто памятник, это загадка. Город, который пережил свою цивилизацию. И, возможно, он был не убежищем, а местом, из которого люди однажды решили уйти сами. Второй город нашего рейтинга. Место, которое до сих пор пугает ученых. Шичен-Лев под водой. Его называют городом льва. Когда-то он стоял среди гор и был центром жизни, торговли и культуры. История Шичена насчитывает более 1000 лет. Здесь проходили дороги, возвышались арки и храмы, а улицы были наполнены людьми. Но в 20 веке этот город решили стереть с карты.
Не война, не катастрофа. Решение человека. 1959 год. Началось строительство гидроэлектростанции. Долину затопили, а вместе с ней и весь город. Тысячи людей покинули свои дома. Навсегда. Вода поднималась медленно, поглощая улицу за улицей. Храмы, каменные ворота. Все ушло под воду. Но самое странное началось позже. Город не разрушился. Он сохранился. На глубине более 30 метров Шичен стоит почти нетронутым. Резьба на камне, барельефы, дверные проемы. Все выглядит так, будто время здесь остановилось. Но это не спокойствие, это изоляция. Солнечный свет почти не проникает сюда. Температура остается неизменной, а вода превращает пространство в глухую ловушку. Дайверы, спускавшиеся в Шичен, говорят об одном и том же ощущении. Ты плывешь по улицам и понимаешь, что находишься в городе, который не должен существовать. Здесь нет звуков, нет ветра, нет жизни. Только тишина и камень, застывший под толщей воды. Шичен – это не просто затопленный город. Это капсула времени, созданная человеком. И напоминание о том, что иногда мы сами становимся причиной исчезновения целых миров. Мы подошли к самому пугающему пункту, к тому, что выходит за пределы привычной реальности. Первое место – самый пугающий и загадочный объект на планете. Антарктические поля города – клетка из льда. Антарктида – это не открытие и недоказанный факт. Это гипотеза, подкрепленная данными, спутниковое сканирование, гравиметрия. Под ледяным щитом на глубине 3-4 километров ученые фиксируют аномалии. Структуры, слишком правильные, чтобы быть случайными. Контуры, напоминающие гигантские сооружения. Но есть проблема. Антарктида не всегда была такой. Миллионы лет назад здесь был другой мир. Умеренный климат, реки, растительность. Место, где теоретически могла существовать жизнь. И если это правда, то ее следы сейчас запечатаны под толщей льда. Но лед – это не просто вода. Это давление, гигантский пресс, который давит Себи силой миллиардов тонн. Если там действительно были города, они больше не выглядят как города. Они раздавлены, стерты, превращены в тонкий слой между породой и льдом. И все же, они могут быть там. Проблема в том, что добраться до них значит рискнуть всем. Глубокое бурение может высвободить то, что было заперто миллионы лет. Древние бактерии, вирусы, формы жизни, к которым у нас нет иммунитета. Это не просто археология, это игра с неизвестным. Мы ищем жизнь на других планетах, но, возможно, игнорируем то, что уже находится здесь. Под нашими ногами, под самым холодным местом на Земле. Антарктида – это не пустыня, это сейф. Криогенная тюрьма, в которой может храниться самая опасная тайна человечества. И главный вопрос звучит так. Что произойдет, если однажды мы все-таки решим ее открыть? Мы заглянули туда, куда обычно не смотрят. И, возможно, что-то посмотрело в ответ. Эти места не просто точки на карте, это следы. Следы цивилизаций, которые тоже думали, что они здесь навсегда. Каждый город, который мы строим, каждая улица, по которой ходим, каждая стена, к которой мы привыкаем, это не навсегда. Это временно. Земля не разрушает нас из злости. Ей просто все равно. Ей нет дела до наших империй, наших достижений, нашей памяти. Для нее мы – мгновение. Тонкий слой жизни на поверхности древнего мира, который существовал задолго до нас и будет существовать после. Когда это видео закончится, и вы посмотрите вокруг, на дома, на улицы, на город, в котором живете, попробуйте представить, как он выглядит. Без людей, без света, без звука, только ветер, пыль и время. Мы знаем больше о далеком космосе, чем о том, что скрыто под нашими океанами и под толщей льда.
Мы живем среди тайн, которые даже не пытаемся понять. И, возможно, самое страшное из них – это осознание того, что все, что мы создаем, однажды станет таким же молчаливым фрагментом прошлого. Вопрос только в одном – кто будет смотреть на наши руины и пытаться понять, кем мы были, если вообще кто-то останется? Готовы идти дальше? Подпишитесь на канал. Пишите комментарии. В следующий раз мы отправимся туда, где исчезают не только города, а само время.